Привет, это Пура Вида с Настей. В сегодняшнем видео я хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в Доминикане. В этой стране мы были проездом на пути в Коста-Рику. Всего 5 дней. Впечатлений, конечно, не так много, но все равно мне хотелось бы сказать несколько слов. В августе 2016 года мы прилетели в аэропорт Пунта-Кана. Как только вышли из самолета, как будто очутились в бане. До такой степени воздух был горячий и влажный. Это очень удивительное ощущение. Еще сильнее удивил сам аэропорт. Этакое большое бунгало под соломенной крышей и с естественной вентиляцией из-за отсутствия дверей. Работники аэропорта тоже показались мне очень необычными. Они постоянно улыбались так, будто пришли не на работу, а просто посмотреть, кто это к ним тут прилетел. В аэропорту с нас собрали по $10 и весело пригласили к себе в страну. На такси мы доехали до отеля в районе Бавара, бросили чемоданы в номере и, несмотря на то, что было уже темно, пошли проверять океан, который находился всего в 200 метрах от отеля. Только там мы поняли, что большую часть пути в Коста-Рику мы уже преодолели. Порадовались этому и вернулись в номер. Отель, в котором мы остановились, называется Шарон Палм Бич. Номер сняли на 2 ночи, цена на тот момент была $40 на двоих за ночь. Номер уютный, с собственной ванной комнатой, но без горячей воды. В тот день нам не хотелось ничего, кроме как отдохнуть от многочасового перелета. Но зато на следующий, уже с утра мы купались в океане. Пляж там невероятно красивый, с приятным белым песком, волны спокойные, мягкие. В общем, было круто. 2 дня мы провели как в сказке. Купались, загорали, исследовали местные магазинчики, ели вкусные фрукты. Кстати, в магазинах здесь есть все, даже свежие грибы и пельмени. Но готовить нам особо не хотелось, поэтому мы решили купить колбасу или какие-нибудь сосиски. Попросили местного продавца выбрать нам самые лучшие, он посмеялся и посоветовал. Только дома мы поняли, почему продавец так весело смеялся. Оказалось, что сосиски были с вином и достаточно хмельные. Вот такие прикольные продавцы встречаются в Доминикане. Кроме того, что они дают дельные советы, они еще поют и танцуют прямо за кассой в то же время, когда обслуживают покупателя. В общем, в Пунта-Кане мне очень понравилось. Настоящее райское местечко и прикольные люди. Но самолет в Коста-Рику вылетал из Санто-Доминго. Поэтому через 2 дня мы на междугороднем комфортабельном автобусе поехали в доминиканскую столицу. Отель мы выбрали поближе к аэропорту и к морю, то есть на окраине. И это, наверное, было неправильно. Хотя сам отель Домингос Гест Хаус нам очень понравился. Номера там уютные, с собственной ванной комнатой, хотя опять же без горячей воды. На тот момент цена за двоих на ночь была $20. Но все остальное было полной противоположностью Пунта-Кане. На домах, кроме решеток, ряды колючей проволоки. В отеле охранник и 3 железных двери. На улицах, кроме нас, ни одного туриста. Везде шум, грязь, машины едут с бешеной скоростью. Кстати, море было рядом, но берег – это сплошные скалы и обрывы. Пляжей тут нет, и каждый встречный говорит: туда не ходи, сюда не ходи, там опасно, тут опасно. А если пойдешь к берегу, то воры нападут, ограбят и выкинут тебя прямо в море. А с наступлением темноты набережная превращается в настоящее злачное место. Поэтому мы никуда особо не ходили, а так слегка по магазинам. В общем, хочу сказать, у меня сложилось такое впечатление, что Доминикана довольно контрастная страна. Хотя веселые люди там есть везде, и если у нас возникали какие-то вопросы, нам с удовольствием все помогали. Кстати, вода в Доминикане просто ужасная. Ее не только пить, ее трогать страшно. Такое ощущение, что из-под крана бежит кислота. Поэтому для питья там везде только бутилированная вода. Через 2 дня мы отправились в аэропорт Лас-Америкас. Это вполне современное здание. И благополучно вылетели в Коста-Рику. А на сегодня все. Все ссылочки на отели я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пура Вида!